Итак, что же я буду делать? Во-первых, из этих 3 карбюраторов будем собирать один рабочий. Заодно покажу вам, как продиагностировать клапан-форсунку, там, как выставлять иглу, ну и там такие моменты мелкие. Поэтому погнали. Итак, для начала вот эти вот карбюраторы я убираю, которые имеют ускорительный насос, потому что его нужно будет глушить. Не хочу сейчас этим заниматься. Берем обычный сразу вот такой вот, без насоса. И будем его делать, в общем. Так, эти пока сюда. Так, что нам нужно? Для начала мы проверим клапан-форсунку. Вот этот вот. Он же у нас топливный жиклер. Для проверки мы выкручиваем винт H. Вот так вот полностью. Берем какой-нибудь шланчик. Вот так вот плотно-плотно прижимаем и закрываем вот эти вот 2 отверстия. Можно пальцем, можно какой-то резинкой. Ну и, собственно, дуем туда. Туда дуется, теперь в обратку. Опять туда. То есть так и должно быть. Он должен дуться у нас в одну сторону, только туда. В обратку он не должен у нас пропускать воздух. То есть он исправен. Можно также продиагностировать его немного по-другому. Не закрывать вот эти вот 2 отверстия, а просто собрать полностью карбюратор, прокладку, мембрану, закрыть крышкой, все это завинтить и также выкрутить винт H, но при этом закрутить винт L полностью и точно так же дуть. То есть вам не нужно будет его прикрывать вот так вот пальцем там, либо еще чем-то. То есть 2 способа. Так, клапан-форсунка у нас рабочий, как мы поняли. Теперь будем проверять иглу на работоспособность, чтобы она у нас не травила. Сейчас покажу, как это делается. Так, назад закручиваем винт H. Так, закручиваем винты до упора. Винт H. И также винт L. Сильно не тяните, потому что можно сорвать резьбу, она здесь мелкая. Так, все, затянули. Также затягиваем верхнюю крышку полностью. Хорошо. Так, все у нас затянуто. Теперь берем какую-нибудь шлангочку, такую плотненькую, и надеваем на вот этот вот штуцер, который у нас идет на бензобак. Так, есть. Теперь наливаем в камеру бензинчика. И начинаем дуть в этот шланчик. Как видно, держит. Теперь еще раз дуем и нажимаем на иголку. То есть, как видно, игла держит. Можно еще раз подуть. То есть, я думаю, видно, что игла у нас держит. Так. То есть, мы уже с вами проверили и клапан-форсунку, и иглу. Шланчик в сторону. Итак, теперь мы переходим к регулировке вот этого вот коромысла, которое у нас нажимается и приоткрывается игла. То есть, как его регулировать? Ну, постараюсь вам показать. То есть, смотрите, видите? Оно должно быть вровень с вот этой вот нижней плоскостью. Есть карбюраторы, где коромысло у нас регулируется под вот эту вот плоскость, да, вровень. То есть,
Но здесь, смотрите, если мы так выставим, ну там зазор миллиметра 3, наверное. То есть мы, если вот так выгнем, но это, понятное дело, так никуда не годится. Поэтому на таких вот карбюраторах, вот они все такие, то есть с глубокой вот этой вот нижней частью, выставляется вот вровень с вот этими вот наплывами. То есть вот так вот покажу вам. Думаю, будет видно. Вот, то есть это вот что касается регулировки коромысла. Так, давайте теперь подбирать мембраны и прокладки. Ну, прокладка, в принципе, она без разницы. Она нормальная. Не забывайте, что здесь у нас первым делом устанавливается прокладка. То есть в нижней части карбюратора. Мембрана, ну, как видите, она залипает у нас в одном положении. Вот так вот. Я думаю, видно это. Ну и видно, как она шелестит вот так вот. Она пересохшая. Вот это вот пересохшая мембрана. То есть она должна быть эластичная. Потому что у вас вот так вот в одном положении залипнет она. Ну, собственно, будет подавать вам топливо постоянно. Так, это не годится. Давайте смотреть дальше. Есть вот такая вот мембранка. Ну, это получше уже такая она. Никаких звуков таких уже не выдает. Более-менее. Так, пока эту подготовим. Посмотрим, что еще у нас есть. Это также, видите, пересохшая. Вот. То есть пересохшие нам не годятся. Значит, пока установим вот эту вот. Она мягенькая, хорошая. Ну, в принципе, желательно купить этот комплект. Он не так дорого стоит. Но мы собираем из того, как бы, что есть у нас. Как бы на первое время хватит, а там поменяем ремкомплект. И теперь устанавливаем вот эту вот крышку. Все, и закручиваем 4 болтами. Так, все, и поджимаем. 1, 2, 3, 4. Так, все поджали. По нижней части все. Теперь переходим к верхней. Здесь у нас уже плоская отвертка. И откручиваем крышку. Так, снимаем крышку. И мембрана. Так, смотрите. По верхней части. Здесь у нас стоит фильтр. В данном случае его нету. Ну, такая сеточка металлическая здесь должна быть обязательно. Я ее еще поищу, потом установлю. То есть вот эти вот повреждения, в принципе, желательно, чтобы все было гладенько. Но где каналы, они у нас отсутствуют, поэтому нормально, пойдет. По верхней части у нас также стоит мембрана, только она уже немножко у нас другая. Смотрите, видите? Такой вот лепесточек отогнутый. Один, и вот он второй. То есть они должны быть у нас ровно, плоско, то есть не должны они выпирать. Потому что эти лепестки у нас отвечают за подачу топлива. То есть открытие, перекрытие. И также эта мембрана должна быть эластичной. То есть в данном случае вот это вот не годится. У меня есть такая вот мембранка. Она мягенькая. Ну и как видите, сами клапана у нас не выступают. То есть они не выгнуты в какую-то сторону. То есть в данном случае мы ее будем устанавливать. Но предварительно желательно это место намочить бензином, либо чем-то, чтобы сама мембрана у нас вот так вот хорошо прилипла. Вот у нас клапана эти. То есть они должны быть, вот смотрите,
плоско, то есть ни один клапан не выпирает. Все, можно в бензин ее немножко промочить. Также смотрите, чтобы не было никакой пыли, никакой грязи. То есть это место у нас должно быть стерильным. Вот так вот это устанавливается. Ну и здесь уже после устанавливается вот эта вот резиновая прокладочка. То есть вот так вот. Все. И теперь зажимается болтом. И теперь нам что остается? Только установить карбюратор на пилу и потом уже отрегулировать эти винты. Кто не видел, как регулировать, у меня есть видео на канале. Сейчас где-то всплывет ссылка. Переходите, посмотрите. Так, что еще? Ну, в принципе, все. Такое вот видео. Надеюсь, кому-то помогло, будет полезным.